Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Пайкмейкер. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «100 персонажей» из игры Mafia 3 Definitive Edition DLC «Знамение времен». Сегодня я расскажу про Бонни Харлес. Бонни Харлес, также известна как Бонни Блю, главный антагонист дополнения Mafia 3 Definitive Edition «Знамение времен». Она возглавляет Энсангаланте, религиозный культ, созданный сторонниками превосходства белой расы. Она намерена развязать расовую войну с афроамериканцами в Нью-Бордо и призвать сущность культа Пересангаланта, чтобы она породила благословенных. Бонни – потомок Брэкстона Харлеса, генерал конфедерации, который предсказал, что благословенные родятся в его роду после встречи с Перри Сангалом. Еще в детстве Бонни мечтала прославить имя своей семьи, родив благословенного, а позже стала лидером Энсгаланте, благословенным в культе названного ожидаемого спасителя, который должен быть стать Перри Сангалом в человеческом обличии. Будучи лидером культа, она использовала Нью-Балаш, клуб в центре Нью-Бордо, куда можно попасть только по приглашению, для вербовки новых членов культа. Бонни использовала свою харизму, умение манипулировать людьми и наркотики под названием Sky, чтобы вербовать в культ молодых девушек, а затем проводить их идеологическую обработку в виртуальном зале. Кроме того, Бонни и культ планировали развязать расовую войну с афроамериканцами в Нью-Бордо, которых она назвала грязью. Подразумевалось, что она выступала в сексуальных отношениях с верховным жрецом Энсгаланте, чтобы зачать благословенного. Несмотря на все ее усилия, чтобы родить благословенного, позже она поняла, что Перри Сангалант выбрал для нее другой путь. Она рассказала Анну Макки, последнюю известную представительницу рода Харлес, и свою дальнюю родственницу, чтобы та вынесла благословенного. Бонни встретилась с Анной и с помощью манипуляции убедила ее принять участие в ритуале зачатия. Там, в Новом Бордоском оперном театре, ее оплодотворили верховный жрец. И все это тоже было снято на камеру. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛСВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. В титрах она указана как Бонни Блю. В Mafia 3 Definitive Edition в кредитах ее имя указано как Бонни Блю. На данный момент неизвестно, является ли это просто отпечатку или у него не соответствует и есть какие-то другие объяснения. Скорее всего, это прозвище, так как у нее пронзительные голубые глаза. Кроме того, это имя может быть отсылка к ее предку из конфедерации, так как флаг Бонни Блю и связанная с ним песня стала символом конфедеративных штатов Америки. Несмотря на то, что Бонни считается его неполноценным членом грязи, из-за его расы она всегда называет Линкольна мистером Клеем. Она первая каноничная женщина-антагонист в серии «Мафия». Ливия Маркана тоже женщина-антагонист, но не босс. И на этом история про Бонни Харлес из игры Mafia 3 Definitive Edition DLC «Знамение времен» подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте выполнять действия, которые видите прямо сейчас на ваш экран. Ставьте лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Пайкмейкер.